Друзья, привет всем, кто изучает русский язык с каналом Росторез. Меня зовут Андрей, и сегодня я прочитаю для вас отрывки из книги Ивана Николаевича Кузьмина, советского военного переводчика, специалиста по Германии. Но сначала хочу напомнить вам, что, как всегда, справа на экране вы увидите текст на русском языке, а в субтитры YouTube мы загружаем перевод на английский и другие языки. Итак, поехали. В конце августа 1941 года были сформированы краткосрочные курсы военных переводчиков немецкого языка со сроком обучения от 6 недель до 6 месяцев. В 1943 году курсы уже имели годичный срок обучения и комплектовались преимущественно за счет курсантов военных училищ. По сравнению с пехотным училищем, из которого я прибыл, мою жизнь можно было сравнить с пребыванием в санатории. Вместо 10 часов занятий в училище учебный день на курсах ограничивался 6 часами. Причем занятия с оружием и всевозможные марш-броски вообще отсутствовали. После 6 уроков в классе следовало время для выполнения домашних заданий и самоподготовки. Хочу рассказать о наших преподавателях. Один из них был капитан по имени Алексей. Это был заслуженный офицер, награжденный несколькими боевыми орденами. В последнее время он служил военным переводчиком в штабе армии. Алексей был человеком феноменальных способностей и оказал заметное влияние на наше развитие. Он сохранял в памяти текст книги любого объема, прочитав ее один раз. Чудеса мнемотехники он демонстрировал нам во время больших перемен. Он вставал спиной к классной доске, на которую один из нас под нашу диктовку записывал числа, двузначные или трехзначные. Когда доска бывала дописана, Алексей, оставаясь спиной к ней, мог воспроизвести написанные числа подряд, через одно или в обратном порядке. Он объяснял, что называемые нами числа, чтобы их запомнить, мысленно вписывает в кирпичи Кремлевской стены. Мы хорошо понимали, что успех в нашей будущей работе всецело зависит от знания немецкого языка. Сознавая это, мы приняли обязательство заучивать каждый день 100 новых немецких слов. К тем, кто не справлялся с этой задачей, применялись жестокие санкции. Если ты допускал ошибки в 10 словах или больше, у тебя отбирался талон на ужин. Однажды таким пострадавшим оказался я сам. Более того, в этот вечер по талону на ужин дополнительно полагалась банка мясных консервов.
В конце ноября я имел беседу с одним представителем неведомой для меня штабной структуры. Майор проверил мои познания в немецком языке, особенно в отношении военной терминологии, и остался доволен результатом. Несколько дней спустя последовало сообщение о предстоящем моем назначении военным переводчиком в один из крупных партизанских отрядов. В порядке подготовки к переброске в отряд мне надлежало сделать несколько тренировочных прыжков с парашютом. Однако первый же прыжок поставил крест на моем назначении. Приземляясь, я попал в полынью среди замерзшей небольшой речки. Меня извлекли из воды и освободили от парашюта. В машине с меня сняли мокрую одежду и растерли спиртом. Однако положительный эффект не наступил. На следующий день я с 40-градусной температурой был доставлен в военный госпиталь. Очень высокая температура, около 40 градусов, продержалась у меня целый месяц. Вместо меня в партизанский отряд был отправлен другой слушатель краткосрочных курсов. После сдачи экзаменов за второй курс наше отделение было на месяц направлено на языковую практику в лагеря немецких военнопленных. Отправили нас в самый дальний лагерь для рядового и унтер-офицерского состава, расположенный среди тайги за несколько километров от железной дороги. Коллектив лагеря был четко организованным немецким коллективом со своим укладом и жесткой дисциплиной. Советская администрация лагеря в жизнь немцев практически не вмешивалась. Жизнь лагеря была неплохо организована. Имелась просторная спортивная площадка с футбольным полем, функционировала небольшая библиотека, существовали обувная и пошивочная мастерские. В то же время немцы были совсем плохо информированы о жизни у них дома, тосковали по родине. Случались даже безнадежные попытки побега домой через глухой лес и незнакомую страну. Наша языковая практика складывалась следующим образом. Нам было предоставлено право вызывать для беседы в течение нескольких часов и даже на весь день любого военнопленного. Для этого мы выбирали жителей Берлина, Гамбурга и других крупных городов. Мы расспрашивали их об особенностях жизни в этих городах, о существовавших там обычаях, о правилах поведения в различных ситуациях. Мы расспрашивали представителей разных профессий, интересовались бытом и нравами. Поскольку других занятий у нас практически не было, такие беседы
занимали основное наше время. Порой мы сознавали, что наши собеседники были представителями иного, непонятного для нас мира. Когда один из них с гордостью сообщил, что его жена работает манекеном, потому что у нее идеальная фигура, я испытал удивление и возмущение. Как может существовать подобная профессия, унижающая человеческое достоинство? Я не мог также понять, что могло означать младший партнер в бизнесе своей жены. А профессия коммерсант представлялась мне не заслуживающей уважения. Я тщательно конспектировал содержание бесед, выписывая незнакомые слова и выражения. В итоге была исписана толстая общая тетрадь. За этот месяц пребывания в лагере результаты освоения немецкого языка намного превосходили результаты последующей двухгодичной командировки в Берлин. Последний учебный год в институте пролетел совсем быстро. Я успешно сдал выпускные экзамены и получил диплом с отличием по специальности переводчик-референт по немецкому языку. Одновременно последовал приказ о моем повышении в воинском звании до лейтенанта. После месячного отпуска 2 месяца потребовались для оформления документов на прохождение службы в советской оккупационной зоне Германии. Я почти каждый день должен был появляться в отделе кадров. Заключительная беседа состоялась 17 сентября. На этот день мне надлежало явиться к 19:00 к генерал-майору Трусову. Генерал Трусов сидел в огромном полутемном кабинете с включенной настольной лампой. Рассмотрев меня, он спросил о моих родителях, а затем поинтересовался, как я отношусь к спиртному. Я отвечал, что с этим все в порядке. Свою норму я знаю. И какая же это норма? Я отвечал, что 200 граммов водки достаточно. Реакция генерала была неожиданной. Молодой человек уже глушит водку стаканами. Это недопустимо. От юноши вообще не должно пахнуть спиртным. Абсолютная трезвость – закон для офицера. Нотация длилась несколько минут. Можете быть свободны и задумайтесь над рекомендацией старших. Закрывая дверь в кабинет, я обернулся и понял, что мой собеседник с трудом подавляет смех. Поезд прибывает в столицу Германии, Берлин, возвестил громким голосом проводник. Я и мои попутчики стали одевать шинели, разбирать свои чемоданы. Я впервые вступил в самостоятельную жизнь, имея в кармане лейтенантское удостоверение
и диплом военного переводчика немецкого языка. Я с нетерпением слушал рассказы своих соседей по купе, молодых офицеров, возвращавшихся в Германию из отпусков. Ведь я оказался в эпицентре событий мировой политики и был сам очевидцем этих событий. Например, непосредственно над местом, где я жил, пролегала трасса воздушного моста в Западный Берлин. И как раз в эти осенние месяцы полеты американских транспортных самолетов с продовольствием достигали пика своей интенсивности. Каждые 3 минуты следовала очередная машина. Это зрелище было особенно впечатляющим в ночное время. Как раз над нашим домом пилоты, готовясь к посадке на аэродром, включали прожектора своих машин. Хочу отметить, что моя профессиональная подготовка, полученная в военном институте иностранных языков, оказалась вполне достаточной. Я не испытывал затруднений при переводе немецких текстов и совершенно свободно общался с собеседниками немцами. В одном отношении я имел даже преимущество перед ними. Я неплохо знал современную немецкую литературу. Кроме того, мне нужно было каждое утро выступать перед своим начальством с обзором немецкой прессы. С того далекого времени я стал постоянным читателем журнала «Шпигель», которым остаюсь и по сей день. Нужно признать, что именно «Шпигель» сделал меня более образованным человеком и существенно повысил мою квалификацию. Совершенно естественно, что я пытался составить себе представление о национальном характере немцев. Однако на этом этапе мои наблюдения не были четкими и детализированными. Эти наблюдения были, они другие. Обращала на себя внимание аккуратность и педантичность немцев, их тщательный уход за своей одеждой и обувью. Вспоминая о тех временах, хочу отметить, что несмотря на голодное существование в холоде и разрухе, общий настрой немцев, с которыми мне приходилось общаться, был светлым и оптимистичным. Даже эта жизнь, полная лишений и страданий, воспринималась ими как подарок судьбы. Ведь кончилась страшная война, а они остались живыми, и перед ними открывались перспективы новой жизни. Друзья, я очень надеюсь, что вам понравился сегодняшний рассказ. Если вы хотите поддержать наш канал, поставьте лайк этому видео. И как всегда, я очень жду ваших комментариев. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока!